Вы много работали, чтобы у вас была возможность и хорошо жить, и поехать на отдых. Альфонсы тоже много работали, чтобы разработать схемы, как забрать у вас ваши деньги. Видео будет очень интересным. Присаживайтесь поудобнее, налейте себе чайку, кофейку. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на темный колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Итак, поехали! За альфонсами я начала наблюдать еще 20 лет назад, когда работала тренером в Москве в фитнес-клубе. Это было все очень интересно, потому что некоторые из моих коллег, с которыми я работала, тоже были альфонсы. Они там женщин и тренировали, и подарки получали, всякие сувенирчики, всякие там вкусняшки им привозили. В общем, они хвастались друг перед другом. Вот такое у них было хобби. Помимо того, в фитнес-клубе было достаточно вот этих молодых людей, которые всегда хорошо выглядят, которые накачаны, которые очень следят за собой. И, конечно же, вот они тоже являются альфонсами. У них женщины, которые их спонсируют, тоже там покупают им все. И забирали, приезжали на машинах, и им даже машины дарили. Но есть такая категория альфонсы и женщины, которые любят этих альфонсов. Видимо, это им поднимает какую-то самооценку, статус, я не знаю, потому что у меня среди друзей нету женщин, которые живут с альфонсами, поэтому я еще их психику не успела изучить. Я вот как-то с ними обедала и говорю, а как вот вам это получается, вот эти подарочки все, вот то, что для вас делают? Они мне, знаете, как ответили? Это схема, Виктория, схемы и ничего личного. Ну вот как-то так. Помимо Хургады я еще жила в туристическом городе в Сочи немножко, потом жила в Анталии несколько месяцев. Вот. И, конечно же, все туристические города имеют свой вайб, свою специфику. Вот, расскажу вам случай из Турции. Мы там жили с ребенком в таком компаунде. Недалеко от нас жила женщина с мужчиной молодым. И вот она то приезжала, то уезжала. Так вот мы видели их, как они общаются. И соседи там много о них рассказывали, что вот так как-то все у них непонятно, и ей говорили об этом, что аккуратно, осторожно, то есть, она говорит, нет, это любовь, он меня познакомил с семьей, у нас все хорошо, родители меня знают, сестры знают, братья знают, все любят, все ждут, в общем, настоящая семья. Ну ладно. Однажды она ему купила машину, пригнали они машину из другого города, и вот она ему говорит, давай сходим на пляж, устали с дороги. Он говорит ей, ты иди на пляж, а я немножечко посплю. Вот, не могу, нет сил, посплю. Пошла на пляж, возвращается через несколько часов. И что вы думаете? Ни машины, ни шкафа, ни холодильника, ни телевизора, ничего. Даже все трусы и лифчики забрал. Все. То есть он это так подготовил, что пока она пошла на пляж, приехала машина грузовая, туда все погрузили, вынесли и с концами. Она поехала туда, где его семья, она говорит, что ж такое, вот что? А семья говорит, мы ничего не знаем, мы не в курсе, но мы тебя любим, дальше любим, ты наша семья. Там он и карточки все ее забрал, он уже знал номера всех карточек, в общем, там не все так просто. Женщина продала эту квартиру и уехала, уж не помню, с какой она страны европейской, не помню. В общем, вот такая ситуация была в Турции. И таких всяких историй очень много, где несколько лет могут быть с вами в прекрасной подстройке, подчиняться вам, улыбаться, поддакивать. И когда вы уже расслабитесь, когда у них будет доступ ко всему, вот тут может произойти самое интересное. Могут вас обобрать с ног до головы. Еще знаете, когда я приехала в Египет, еще первые месяцы моей жизни, они такие были, знаете, как в мультике, как в какой-то сказке.
Думаю, боже, ну вот же он рай на земле, боже мой, вот же он рай, наконец-то я нашла этот рай. И тут я познакомилась с одной женщиной, там что-то аппарат барахлил, невозможно было деньги снять. И мы там что-то с ней тыкали, там, в общем, потряхивали его. И я говорю, а вы, ну, давно тут живете? Она говорит, да, говорит, уже как бы много лет. Что она сказала, 7 или 8. Я говорю, да вы что? А я вот только приехала. Это, говорю, вы в таком раю столько уже прожили? Она говорит, да, прожила. Продаю квартиру сейчас и хочу уехать отсюда навсегда. Я говорю, вау, а что же случилось? Почему? С Божиком тут все прекрасно, почему вы уезжаете? Она говорит, посадила мужа с его друзьями, посадила в тюрьму, потому что 5 лет он ее травил ядом. Представляете? Я говорю, это что? В такой прекрасной стране могут быть такие люди? Солнце, фрукты, столько удовольствия. Она говорит, да, Виктория, поживите здесь, увидите. И вот как вычислить нарцисса на первоначальных этапах? Никак. Если вы не обладаете определенными знаниями, и если вот у вас нет интуиции и нету связи с телом, никак не узнаете. Вот представьте, 5 лет он жил с ней, смотрел телевизор, ел вместе, там они готовили вместе, смеялись вместе наверняка, потому что 5 лет с человеком пробыть. Там какие-то беседы вели. И на протяжении вот этого всего времени он думал, боже, ну когда ты уже сдохнешь, когда ты уже туда отправишься? И это он делал не один, это он делал с друзьями, между прочим. Представляете, то есть тут работают команды. Не только тут. Такие самые популярные страны – это Турция, это Индия, ну и, конечно, африканские страны. Ну а теперь, как действует Альфонсо. Итак, когда Альфонс, нарцисс, появляется в вашей жизни, то поначалу он вкладывает. И он себя ведет так, как будто бы мужчина с голливудских фильмов появился в вашей жизни. Все для вас. И подарки, и рестораны, и путешествия. То есть, да, вас действительно будут вкладывать. Но это не будет длиться вечно. Когда нарцисс, Альфонс уже понимает, что вы на крючке, что уже вы влюблены, что уже у вас, скорее всего, появилась зависимость, потому что здесь нет любви, здесь появляется такая зависимость. И когда он уже почувствует, что вы захватили по самые жабры, то тогда уже ваш оппонент поменяется. Вот вы приходите домой, и уже ваш супергерой, что-то не очень супергерой, что-то он сидит с каким-то грустным, кислым лицом, и, конечно же, вам начнет рассказывать, что там у него проблемы, либо кто-то из родственников умер, либо тетя заболела, либо дядя заболел, либо с мамой что-то не так, либо с папой, с сестрой, ну там куча родственников всегда. Либо там проблемы на работе, что-то с контрактом не то, задерживают деньги, контракт не оформлен еще, либо что-то с товаром, вот товар ехал и не доехал. Здесь я помню, как-то с подругой была в отеле, и приходит ей смс-ка. В смс-ке фотография, как ее там дружочек лежит в больнице, как в морге, вот так на этой кроватке больничной, морг, настоящий морг, тут у него какой-то синяк, что такое, вот он лежит. Ну, как будто бы человек умер, знаете. Я смотрю на нее, а она покраснела, у нее и так давление высокое, уже все, давление поднялось катастрофически. Ну, в общем, на нее было страшно смотреть, я очень разволновалась, думаю, вот так вот человек бахнет кровь в мозг, и человек может умереть. Но я как-то ее успокоила, говорю, ты не переживай, тут много актеров вообще в мире много, поэтому не переживай, спокойно, в общем, вот так, придешь домой, решишь. Пришла она домой, подумала, позвонила там знакомому и говорит, вот так и так, какие-то проблемы вот у нашего общего знакомого. Вот мне прислали фотографии как будто бы из морга. Что-то случилось?
Он говорит, а нет, но это он еще месяц назад был там, где-то упал, что-то там головой ударился. Вот такое ощущение, что ему этот синяк, знаете, украсили, увеличили, как будто бы вот он уже в морге умер, уже все, его нету. Вот такое создали впечатление, наверное, может, там заплатили пару рублей, чтобы там доктор дорисовал эту рану, знаете. Но это, конечно, я никогда не забуду, потому что это было на моих глазах. Я вообще испугалась от этого. А как оказалось, месяц назад он просто упал и просто там где-то ушибся чуть-чуть. Чуть-чуть, ну это... Но он эту фотографию, конечно же, сохранил, чтобы потом пользоваться, чтобы потом, в общем, выжимать ресурс. А какой ресурс? Я не знаю. Она могла отреагировать, он бы сказал, вот, я почти что умираю, пришли деньги. А то ж, понимаешь, я могу умереть, а ты как хорошая женщина, вот можешь позаботиться обо мне, прислать мне деньги на лекарства, на жизнь, позаботься. Ну вот, почему бы нет? Позаботься, пришли мне деньги. Вот так бы это примерно бы выглядело, конечно. Но она быстро докопалась до правды, чему я очень рада. Вы знаете, когда Альфонс появится в вашей жизни, все будет очень так плавно и постепенно. Знаете как? Вот закончились у вас ресурсы, вот он уже не радостный, будет сидеть с каким-то кислым лицом и вот так вот будет на вас смотреть пустыми глазами. Ну, как бы, а вам же хочется, чтобы он был радостный. Вы подумаете, ну, что я могу для него сделать? Ладно, поеду я в Москву, продам квартиру. Продали вы квартиру, вот уже веселая жизнь, вы ходите по отелям, покупаете ему подарочки, вот уже ваш оппонент улыбается, и вы смотрите на него, такая счастливая, вот жизнь наладилась, как хорошо все-таки, как же вас любит. Он снова любит, потому что вы туда в топку закидываете бабло, закидываете вот так. Знаете, оно горит, и у него ресурс бурлит изнутри. Вы его накачиваете деньгами, конечно же. А потом через какой-то момент уже деньги закончились. Вы ему даже бизнес какой-то открыли, но этот бизнес что-то прогорел, потому что оппонент не очень хочет работать. Вот так вот он хочет сидеть и командовать, и деньги получать. И вот ваши денежки закончились, и снова оппонент сидит с кислым лицом. И вы смотрите на него и думаете, боже, а как же осчастливить мне его, чтобы он вот улыбался, меня обнимал, любил меня, чтобы секс был нормальный, а то уже и секса нету, нету денег, нету секса. И вы едете в свою страну, там, не знаю, в какую-то, и продаете машину. У вас там еще дорогая машина завалялась, продаете машину. Продаете машину, возвращаетесь с деньгами, и снова ваш любимый Альфонсик, весь такой счастливый, вы ему привезли сразу рубашечки, по дороге купили, что-то, может быть, какую-то сумочку, новую, колечко, все, что-то, может быть, тут купили, какую-то машинку вашему Альфонсику, и ваш Альфонсик снова радуется, снова он счастливый, и вот вы тоже счастливая, потому что вы видите, какой он счастливый, и думаете, боже, какая прекрасная жизнь, боже, как хорошо все. Но через какой-то момент деньги тоже заканчиваются. И вот снова ваш Альфонсик с таким омерзительным лицом сидит, потухший. Нету снова любви, и секса нету. И вот вы так смотрите на него, и ваше женское сердце вот так сжимается, так сильно сжимается. И вы думаете, ну что ж делать, как обрадовать любимого моего? Уже ж квартиру продала, и машину продала, и деньги уже закончились. Бизнес тут, в который вы вложили, или не тут, в другой стране, альфонсов по всему миру много, бизнес тоже как-то не пошел, ну как-то так. Ладно, вы, как добропорядочная гражданинка вашей страны, можете взять кредит, и вы едете в вашу страну, оформляете там кредит. И вот вы уже с деньгами мчитесь к своему любимому Альфонсику, а он сидит на диванчике со скукоженными яичками
и ждет, когда его женщина любимая привезет благо, привезет бабосики. Это, как знаете, раньше мужчины ходили за добычей, а теперь женщины за добычей пошли. И вы пришли с добычей, убили мамонта, вы такая, и все, и ваш любимый вас встречает, кидается на шею, обнимает. Боже мой! И все наладилась жизнь, все так хорошо. Вы снова по ресторанам ходите, и подарки покупаете, и уже у него снова член стоит, пиписька заработала, потому что уже все, деньги есть, уже и пиписька работает, все хорошо. В общем, вы счастливая, Альфонс счастливый, жизнь наладилась. Но, к сожалению, эта сказка тоже рано или поздно заканчивается. И если у вас нет дохода серьезного, то, увы, вашей сказке конец. А кто слушал, молодец. Ой, хорошо, что мужчина не понимает на русском. Он бы устал от меня. Немец сзади меня. Приезжает сюда, тоже живет. Такой приятный мужчина, видно, интересный такой. Я его предупредила, что вы будете в YouTube. Он говорит, хорошо, с удовольствием. Ну, в общем, знаете, вообще было бы очень хорошо в жизни каждому пройти терапию. Потому что если вы столкнулись с нарциссом, психопатом, Альфонсом, но это люди из одной команды, они даже работают командами. То есть эти люди работают в одной команде. Друзья вашего любимого могут помогать в розыгрыше. Это великие актеры, потому что они очень манипулятивны. И вы ни за что не догадаетесь, что эти друзья, которые пожимают руку, там мило улыбаются вам, они, в общем, тоже участвуют в этой схеме, в этой большой игре. Еще на ранней стадии Альфонс, нарцисс, может у вас одалживать деньги и возвращать. Одалживать деньги и возвращать, дабы у вас выработалось такое доверие, что вот я ему уже одолжила, он вернул. То есть сначала это может быть такая маленькая сумма, потом чуть побольше, потом еще побольше, но он вам все время возвращал, поэтому вы уже как бы стали ему доверять, и в конечном итоге там закрутят такую игру, такую схему, что вам эти деньги не отдадут. Просто люди исчезают, переезжают в другие города, блокируют номера, полностью прерывают связь, когда уже кругленькая сумма в его кармане. Как они работают? У них в телефоне может быть очень много фотографий, видео с разных стран. Это им друзья пересылают, дабы потом вас убедить, что вот он находится в той стране, он находится там. И вот, конечно, вы же видите видео, вы же доверяете, но это все большая игра, в которой участвуют многие нарушенные люди. Очень часто эти мужчины, когда начинают встречаться с вами, они снимают дорогие апартаменты, чтобы вы видели их статус, чтобы вы подумали, вот как вам повезло. Машины берут в аренду или там у друзей. И вот вы смотрите на это все, на виллу, на Мерседес или БМВ. Конечно же, все нарушенные люди выбирают машины такие статусные. Это им поддает как бы, чтобы легче женщины велись. И вот вы на это все смотрите какое-то время и думаете, ну вот, наконец-то и мне повезло, наконец-то и у меня появился такой вот хороший, богатый, состоятельный мужчина, очень обходительный, очень добрый, потому что они себя ведут как джентльмены, ни за что не догадаетесь. Еще очень часто оплачивают аренду апартаментов и аренду машины с тех денег, которые есть у них от предыдущих женщин. У них обычно несколько женщин, много таких жертв. И вот так вот они дергают, интересно. И вот эти непорядочные мужчины, они приучают вас изначально, что вы переписываетесь много, потому что вы привыкнете к этому, вы будете спокойно переписываться, ну как бы вот. А звонить это нехорошо, неудобно, потому что он может быть с другой женщиной, и как же вы будете созваниваться? Вы же помешаете его бизнесу.
Вот это тоже себе фиксируйте, что они постоянно ведут диалоги в СМС-чатах. Мужчина без денег захочет твои. Мужчина без внутреннего покоя заберет твой. Мужчина с низкой самооценкой начнет разрушать твою. Будь осторожна. Люди не всегда приходят за любовью. Часто они приходят за ресурсами.